Рассмотрим сегодня подробно модуль. Вот если вам видно, 500 Вт написано. Вот такой модулек. Это модуль, контроллер бесщеточного электродвигателя, который можно использовать с напряжением двигателя от 12 до 36 вольт. Несмотря на свои компактные размеры, он может выдавать 500 Вт. Ну, при мощности 500 Вт, там, по-моему, рекомендуют еще вентилятор небольшой ставить. Максимальный ток до 15 ампер. Можно использовать его для различных целей. Он обеспечивает защиту от блокировки, защиту от большого тока чрезмерного. Переключается вращение двигателя, реверс. Когда включается реверс, вот, допустим, крутится у нас двигатель в одном направлении, мы реверс переключили, двигатель плавно останавливается и начинает плавно набирать обороты в другую сторону. Обеспечивает плавный старт и торможение плавное, то есть нету при включении вот этих дерганий. Управление оборотами подпаивается сюда, в общем, от 0 до 5 вольт регулируем здесь, а здесь выдаются обороты. Эти модули бывают, на внешний вид они похожи, но бывают несколько типов. Этот модуль обеспечивает, ну, можно ставить на двигатель без датчиков холла. Можно ставить и на тех, что с датчиками холла, но там не очень корректно будет работать. Есть специально такие модуля, здесь выводы еще, которые предназначены для двигателей с датчиком холла. Сейчас я камеру приближу. Вот он поближе. Ну, все будет на картинках. Давайте я вам расскажу, что есть на этой плате. Эта микросхемка, вот эта вот, она обеспечивает, ну, вращение двигателя. Там, где нету датчика холла, она выполняет роль, ну, будем говорить, то ли генератора, то ли... Она обеспечивает подачу сигнала на этот основной процессор. Ну, будем называть его процессор. Она непосредственно управляет всеми процессами. Это скорость, ускорение, замедление, торможение, реверс. Все происходит на этой микросхеме. 3 микросхемки стоит. С этой микросхемы идет на вывод этих небольших микросхемов. Значит, они обеспечивают управление, эти 3 микросхемы. 3 пары транзисторов. Они под радиатором, их сейчас не видно. Ну, в общем, понятно, что с этих маленьких уже идет на силовые транзисторы. Что тут есть еще? Ага. Стабилизатор напряжения на 15 вольт. Здесь, ага, вот на вход подается на вот эти 2 клеммы. Плюс-минус. Как мы говорили, может подаваться от 12 до 36 вольт.
чтобы обеспечить питание этих микросхем, стоит стабилизатор на 15 вольт. И для питания этих микросхем стоит еще один стабилизатор на 5 вольт. С выхода этой микросхемы 5 вольт подается сюда тоже. Ну, на управляющие выводы, будем говорить, на одну из клемм. Ну, что вам сказать. Будем дальше рассматривать все на картинках, как сюда подключается. Тут особых хитрых подключений нету. Питание плюс земля и 3 вывода, которые идут на мотор. Здесь рассмотрим отдельно, здесь тоже ничего сложного нету. Все, переходим на рисунки. На этом рисунке хорошо показано подключение нашей платы, драйвер двигателя, плата управления двигателем. Здесь хорошо все показано, как она подключается. С правой стороны от нас на рисунке видно батарея, куда плюс, куда минус, и 3 вывода на мотор. С левой стороны рисунка крайние выводы 5 вольт и, будем говорить так, нулевая земля, как мы привыкли говорить, земля и плюс 5. Значит, на резистор переменный подается, подпаивается с одной стороны нулевой вывод, с другой стороны плюс 5 вольт. Средняя точка подпаивается к плате и регулируется в пределах от 0 до 5 вольт. Реверс. Тоже подключаем тумблер к нулевой точке и плюс 5 вольт. В одном положении тумблера крутится в одну сторону, в другом положении тумблера начинает крутиться в другую сторону. Зелененький от вывод нарисован. Это, ну, как я понял, это типа можно внешнее управление задать какое-то на эту плату. Ну, я им не пользовался, не подпаивал. Там в некоторых случаях его сажают на плюс 5 вольт. Я уже не помню точно почему. Я покажу, когда буду испытывать эту плату. Двигатель все в сборе. Я вам покажу. У меня там перемкнуто. Зелененький с красным, будем говорить так. Нижние 2 вывода. Смотрите вы. Вот не помню я уже точно как, ну попробуйте, никуда не запаивать. Если нет, перемкните его на плюс 5 вольт. Ну вот, пожалуй, и все. Довольно-таки простое подключение, ну а проводов получается много. Если кого-то интересует драйвер, ну, если есть двигатель с датчиками холла, здесь я на рисунке показал драйвер и его подключение с датчиками холла. Ну, пожалуй, и все. Вы разберетесь тут, кого интересует. В следующем видео я уже покажу, как я все эти платы тестировал, двигатель тестировал, подбирал блок питания, смотрел параметры, проверял, как работает. Ну, в общем, все полностью, и как я определился, какое напряжение надо. Ну, в общем, в следующем видео вы все увидите. Очень важное видео.